Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такой очаровательный воротничок крючком. Посмотрите, какой он красивый, нарядный. Вязать его очень просто. Единственное, нужно приготовиться к блокировке. Понадобится много иголочек, чтобы вот эти все цветочки на кайме зафиксировать, лепесточки. Зато результат радует. Очень красивый нежный воротничок получается. Я сделаю его на шнурочке, на завязочке. Также в конце видео мы с вами вместе сделаем такой шнурочек, сплетем. Автор этого воротничка Антонина Заболотняя. Популярная схема, я взяла ее в интернете, сейчас прикреплю на экране, можете ознакомиться с ней. Состоит из 14 рядов. В этом видео мы с вами все подробно разберем, ряд за рядом, как вязать такой воротничок. Если вам нравится моя работа, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно, это помогает продвижению канала. Спасибо, что смотрите мои видео, вяжете вместе со мной. Длина такого воротничка у меня получилась по внутреннему краю. Давайте померим вместе. 47 сантиметров. В ширину, так, по самой крайней точке 11 сантиметров. Посмотрите, какой он красивый, изящный, интересный воротничок. Давно собиралась его связать, и вот наконец-то выполнила свою задумку. Вязать сегодня воротничок я буду из белоснежных ниточек. Виолет от Yarn Art. Это стопроцентный хлопок. В 50 граммах 282 метра. Очень приятные шелковистые нитки. Крючок буду использовать 1,25 миллиметра. Итак, делаем начальную петлю. И набираем цепочку нужной длины. Число петель должно быть кратно 11 плюс 1 петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Давайте наберем цепочку самостоятельно. Длина цепочки соответствует внутреннему объему воротничка, внутренней длине. Измеряем горловину платья или блузки чего и такой длиной набираем цепочку. Ну вот, набрали цепочку. Я сделала 177 петель, и длина такой цепочки получается у меня 44 сантиметра, но она еще немножечко удлинится. 177 это 16 раппортов, 16 на 11 176 и еще одна петля последняя, вот кромочная. Итого 177. Итак, вяжем первый ряд. Делаем воздушную петлю подъема и во вторую петлю от крючка провязываем столбик без накида. И в каждую петлю вяжем по столбику без накида, не спихом, аккуратненько. Делаем основание нашего воротничка. Вяжем самостоятельно и встречаемся. Подходим к концу ряда и провязываем столбик без накида в начальную воздушную петлю. Ну, что у нас получается? Первый ряд у нас готов. Такой жгутик. Вяжем второй ряд. Воздушная петля подъема, которая нам заменяет начальный столбик без накида. Разворачиваем. 9 воздушных арочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в последний столбик предыдущего ряда провязываем столбик без накида.
В следующие 10 столбиков по столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И теперь следующий столбик провязываем столбик без накида. 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И еще один столбик без накида сюда же, в этот столбик, в 11. Вот такая петелька. В следующие 10 столбиков по столбику по одному без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А в следующий столбик вяжем такую же комбинацию: столбик без накида, 9 воздушных, и еще один столбик без накида сюда же, в этот столбик. Здесь у нас прибавочка, 2 столбика без накида. Вот что у нас получается. В следующие 10 столбиков по одному. Все, так продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся. Подошли к концу ряда, провязали последние 10 столбиков. И теперь в первый столбик без накида вяжем также столбик без накида. И вместо последней арки из 9 воздушных делаем 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид. И сюда же в этот столбик провязываем столбик с накидом. Таким образом формируем арку. Второй ряд у нас готов. Вот что получается. У меня 17 петелек вот таких из 9 воздушных. Так. Вяжем третий ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Разворачиваем. И в арку из 9 воздушных провязываем еще 6 столбиков с накидом. Итого 7 столбиков. Считая первые 3 воздушные петли подъема. Вот 7 столбиков провязали. Далее 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Арка. И в следующую петлю также провязываем 7 столбиков с накидом. В следующую арочку из 9 воздушных. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Провязали веерок из 7 столбиков. Снова 7 воздушных арка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Переходим к следующей петле из 9 воздушных, и в нее также провязываем 7 столбиков с накидом. Все, продолжаем вязать и встречаемся. Подошли к концу ряда, провязали последние 7 столбиков с накидом в петлю. Вот что у нас получается. Третий ряд у нас готов. Вяжем четвертый ряд. 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Разворачиваем накид. И во второй столбик, вершину, провязываем столбик с накидом. Накид. В следующий, в третий столбик, 2 столбика с накидом. Здесь у нас прибавочка.
первый и второй сюда же. В следующий столбик, в четвертый, 1 столбик с накидом. В пятый снова делаем прибавочку, 2 столбика с накидом, первый и второй. И теперь в шестой и седьмой столбик по 1 столбику с накидом. Итого у нас 9 столбиков. В первые 2 по 1, далее прибавочка, 1 прибавочка и снова по 1 в 2 столбика, 9 столбиков. Накид. Теперь в арку провязываем кластер из 3 столбиков с одним накидом ближе вот к правому уголочку. Вставляем крючок под арку, вытянули ниточку, закрыли накид. Накид сюда же вставляем. Закрыли накид, накид и третий раз. 4 петли на крючке, закрываем. Провязали кластер из 3 столбиков с одним накидом. Далее 3 воздушные петли, арка, 1, 2, 3. И теперь вяжем такой же кластер, но уже ближе к левому уголочку. Кластер из 3 столбиков с одним накидом. Первый накид, столбик закрыли, так, и третий. Вот, 4 петли на крючке, закрываем. И снова вяжем на веере 9 столбиков. В первый столбик 1 столбик с накидом, во второй 1, в третий идет прибавочка, 2 столбика с накидом, в средний, в четвертый 1 столбик, в пятый прибавочка, 2 столбика с накидом, 1 и 2, и в последние 2 по 1, в шестой и в седьмой. Итого 9 столбиков провязали. И снова теперь у нас идет кластер. Первый столбик не до конца, второй столбик с накидом не до конца и третий. 4 петли, закрываем. 3 воздушные, 1, 2, 3. И снова вяжем кластер, но уже ближе к левому уголочку. Первый столбик, второй, третий. Закрываем и снова вяжем 9 столбиков на веере. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся. Подходим к концу ряда, провязали последнюю прибавку в 5 столбик, столбик с накидом в шестой и последний столбик с накидом в третью воздушную петлю подъема, в вершину начального столбика с накидом. Также 9 столбиков у нас получилось. 4-й ряд у нас готов. Вяжем 5-й ряд. 2 воздушные петли, 1, 2, разворачиваем и в первый столбик провязываем 2 столбика с накидом, но не до конца. Делаем также кластер. Закрыли накид, накид, провязываем столбик с накидом, 3 петли на крючке, закрываем. Выполнили начальный кластер из 3 столбиков с накидом. Далее в следующие 7 столбиков по столбику с накидом по 1. Здесь у нас нет прибавочек. 1, в следующий 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И в последний, в 9 столбик вяжем такой же кластер из 3 столбиков. Вставляем крючок в вершину столбика, вытянули, закрыли накид.
второй столбик с накидом не до конца сюда же, накид, и третий столбик с накидом не до конца. 4 петли на крючке, закрываем за один прием. Вот кластер готов. Далее идет арка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, накид. Пропускаем кластер и в первый столбик на группе из 9 провязываем кластер из 3 столбиков. Первый не до конца, второй и третий столбик с накидом не до конца. 4 петли, закрываем. Далее идут 7 столбиков по одному в каждый столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в последний, в 9 столбик провязываем кластер из 3 столбиков. 1, первая ножка, вторая ножка и третья. Закрываем. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Все, продолжаем вязать по рисунку самостоятельно и встречаемся. Арочка из 5 воздушных. Итак, подошли к концу ряда, провязали последние 7 столбиков с накидом и делаем кластер в 3 воздушную петлю подъема, вершину начального столбика с накидом. Первый столбик сюда же, в эту петлю, второй столбик с накидом не до конца, накид и третий столбик. Все, закрыли петли. 5 ряд у нас готов. Вот у нас получается. Вяжем 6 ряд, разворачиваем вязание и делаем соединительный столбик в первый столбик с накидом. Так. И вяжем начальный кластер. 2 воздушные петли, накид, сюда же вяжем первый столбик с накидом не до конца, накид и второй столбик сюда же не до конца. 3 петли на крючке, закрываем. Далее в следующие 5 столбиков по столбику с накидом. 1, следующий 2, 3, 4 и 5. И в следующий столбик провязываем кластер из 3 столбиков с накидом. Первый столбик не до конца, второй и третий. Закрыли. Далее 3 воздушные петли, арка, 1, 2, 3, накид, вставляем крючок под арочку из 5 воздушных и провязываем столбик с накидом. Можно в серединку арки, в 3 петлю. Ну так быстрее я буду так делать. Так, 3 воздушные петли, теперь снова арка, накид, пропускаем кластер и в первый столбик на группе из 7 провязываем кластер из 3 столбиков с накидом. Закрыли. В следующие 5 столбиков по одному столбику без накида. Итого 5 столбиков провязываем. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. В последний 7 столбик провязываем кластер из 3 столбиков с накидом. Первая ножка, вторая не до конца, столбик с накидом, третья. Закрываем. И снова 2 арки из 3 воздушных. 1, 2, 3 провязали, столбик с накидом под арку. 3 воздушные, пропускаем кластер и в первый столбик снова вяжем кластер. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся.
Итак, подошли к концу ряда, провязали последний кластер. Кластер предыдущего ряда, вот последний у нас остается не провязанным, мы его оставляем. Шестой ряд у нас готов, вяжем седьмой ряд, разворачиваем. В следующий столбик с накидом делаем соединительный столбик и также вяжем начальный кластер. 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом не до конца в этот же столбик. Первый, второй, закрываем. Теперь в следующие 3 столбика по столбику с накидом. Два, 3. А в следующий, в 5, у нас идет такой же кластер из 3 столбиков с накидом. Первый не до конца, второй, третий, закрываем. Далее арка из 4 воздушных, 1, 2, 3, 4, накид. В следующий столбик с накидом провязываем первый столбик с накидом, 1 воздушная, второй столбик с накидом сюда же, 1 воздушная и третий столбик с накидом сюда же в этот столбик. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. И теперь на группе из 5 также провязываем в первый столбик, кластер мы пропустили, вяжем в первый столбик кластер из 3 столбиков, в следующие 3 столбика по 1 столбику с накидом, и в 5 столбик такой же кластер из 3 столбиков с накидом. Снова 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, и вяжем здесь на этот столбик 3 столбика с накидом, между ними арочки из 1 воздушной. Итак, первый столбик, 1 воздушная, второй столбик с накидом, 1 воздушная и третий. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. Что у нас получается? Все, продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся. Так, 7 ряд у нас готов. Также закончили кластером. Вяжем 8 ряд, разворачиваем. В следующий столбик с накидом делаем соединительную петлю и выполняем начальный кластер. 2 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом не до конца. Первый, второй, закрыли. Далее 1 воздушная петля, накид, пропускаем столбик и в следующий, в третий, вот у нас 3 столбика в третий, провязываем кластер из 3 столбиков с накидом. Четыре воздушные, 1, 2, 3, 4, накид, в следующий столбик с накидом, столбик с накидом, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, в средний столбик, столбик с накидом, 3 воздушные, 1, 2, 3, и теперь в третий столбик, столбик с накидом, 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, накид, пропускаем кластер в первый столбик, провязываем кластер из 3 столбиков с накидом, 1 воздушная петля, пропускаем в следующий такой же кластер из 3 столбиков с накидом, 4 воздушные, арка, и переходим к группе из 3 столбиков. Первый столбик с накидом, 3 воздушные петли,
во второй, 3 воздушные и в третий столбик, столбик с накидом, 4 воздушные. Все, продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся. 8 ряд у нас готов. Вяжем 9 ряд, разворачиваем и в арку из одной воздушной петли делаем соединительную петлю. И вяжем начальный кластер. 2 воздушные петли, накид, первый столбик не до конца, накид, второй, закрываем, 1 воздушная петля и сюда же в эту арку провязываем еще один кластер из 3 столбиков с накидом. Провязали. Далее 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. Переходим к группе из 3 столбиков. Вяжем столбик с накидом в первый столбик. Теперь 5 воздушных, арочка, 1, 2, 3, 4, 5. Накид во второй столбик, столбик с накидом. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5 и в третий столбик вяжем столбик с накидом. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, накид. И теперь в арку из одной воздушной петли между кластерами провязываем также 2 кластера. Первый, одна воздушная петля и сюда же второй. Провязали. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4 и снова вяжем 3 столбика, между ними арочки из 5 воздушных петель. Все, вяжем по рисунку и встречаемся. Это арка 4, 5, 5, 4. Между кластерами 1 воздушная петля. 9 ряд у нас готов. Вяжем 10 ряд, начало такое же, как и у предыдущего ряда. Разворачиваем, делаем соединительный столбик в арку, начальный кластер в эту же арку из 3 столбиков, 1 воздушная петля и второй кластер сюда же в эту арку. Провязали. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3 и в следующую арку из 4 воздушных провязываем столбик без накида посерединочке. Далее 3 арки из 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, столбик без накида в следующую арку. Вторая арочка, 1, 2, 3, 4, 5, столбик без накида в следующую арку. И третья арочка из 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, столбик без накида в следующую арку. Так, 3 арочки. 3 воздушные, 1, 2, 3 и в следующую арку из 1 воздушной петли также вяжем 2 кластера, между ними арка из 1 воздушной. Первый провязали, 1 воздушная петля и второй кластер сюда же в эту арку. Так,
3 воздушные, 1, 2, 3, столбик без накида в следующую арку. Теперь 3 арки по 5 воздушных и далее 3 воздушные, 3, 5, 5, 5, 3. Между кластерами 1 воздушная петля. Вяжем самостоятельно. 10 ряд у нас готов. Также закончили парой кластеров. Вот такая косичка у нас будет еще 3 ряда. Почти до последнего ряда. В последнем ряду только не будем ее вязать. Так, вяжем 11 ряд. Разворачиваем. Соединяем в арочку. Начальный кластер. Одна воздушная петля и еще один кластер сюда же, в эту арку. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем арку из 3 и в следующую арку столбик без накида. Накид. В следующую арку, вот она у нас вторая, из 5 воздушных, провязываем 5 столбиков с накидом. 1, сюда же в эту арку, 2, 3, 4, 5, 3 воздушные петли, 1, 2, 3 и еще 5 столбиков с накидом сюда же в эту арку. Итого 10 столбиков на одной арочке у нас. Второй, третий, четвертый и пятый. Вот так. Столбик без накида в следующую арку. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем арку из 3 петель и в следующую арочку между 2 кластеров из 1 воздушной петли провязываем также 2 кластера из 3 столбиков с одним накидом. Первый, между ними 1 воздушная петля и сюда же в эту же арку второй кластер из 3 столбиков с накидом. 5 воздушных. Все, продолжаем вязать. Итак, я довязала 11 ряд и уже начала выполнять 12. Сделала такую же комбинацию из 2 кластеров, между ними арка из 1 воздушной петли. Далее 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Столбик без накида в арку из 3 воздушных, которые вот у нас на макушечке между 2 групп из 5 столбиков. Вот сюда. Провязали столбик без накида. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И в 5-ю петлю от крючка соединяем соединительной петлей. Снова 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. В 5-ю петлю от крючка соединяем. И еще раз 1, 2, 3, 4, 5. В 5-ю петлю соединяем. И в эту же арку, куда вязали последний столбик без накида, провязываем еще один столбик без накида. Вот такой маленький цветочек из 3 лепестков. Далее 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пропускаем арку, накид и снова вяжем 2 кластера в арочку из 1 воздушной петли.
между ними арка из одной воздушной. Провязали. Снова 9 воздушных, вяжем по рисунку и встречаемся. Ну вот я довязала 12 ряд и уже начала вязать 13. Сделала также пару кластеров, между ними арочка и из одной воздушной петли. Далее 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. И в следующую арку провязываем столбик без накида. И теперь нам надо сделать такой же цветочек с 3 лепестками. 3 арочки из 5 воздушных. Итак, набираем 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. В пятую петлю соединяем. Первый лепесток готов. Снова 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяем в пятую петлю. Второй готов лепесток и третий. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяем соединительной петлей в пятую петлю от крючка. Вот 3 лепесточка. И в эту же арку, куда провязывали последний столбик без накида, еще один столбик без накида. Далее 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Перепрыгиваем через вот этот цветочек и в следующую арку из 9 воздушных вяжем столбик без накида, цветочек с 3 лепестками, первый лепесточек, 1, 2, 3, 4, 5, второй, 1, 2, 3, 4, 5, соединяем в пятую петлю, третий лепесток, и сюда же в эту арку еще столбик без накида. Вяжем потуже, чтобы столбик не сдвигался. Ну, на блокировке все расправим. Далее 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, и в следующую арку из одной воздушной петли сюда провязываем также 2 кластера. Все, это последний ряд, в котором мы вяжем по 2 кластера. Следующий последний ряд будет, и уже у нас тут будет другая комбинация столбиков. И эта косичка у нас заканчивается. Провязали. Все, вяжем по рисунку. 4 воздушные, здесь 2 цветочка, между цветочками у нас арка из 9 воздушных петель. Вяжем самостоятельно по рисунку и встречаемся. Все вот эти цветочки у нас, лепесточки, расправятся на блокировке. Ну вот 13 ряд у нас готов. Ну что у нас получается. Вяжем последний 14 ряд. Разворачиваем в следующую арку, вот в первую, столбик без накида, и вяжем такой же цветочек. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяем. Первый лепесток готов. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяем в пятую петлю. И еще раз 1, 2, 3, 4, 5. Соединяем в пятую петлю от крючка. И в эту арочку между 2 кластеров провязываем столбик без накида. Вот такой цветочек у нас на уголочке. Далее 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пропускаем арочку, первый цветочек, и в следующую арку из 9 воздушных петель провязываем такой же цветочек. Итак, столбик
без накида вначале в эту арку из 9 воздушных и вывязываем 3 лепесточка. Первый готов. 1, 2, 3, 4, 5. Соединили. Второй готов. 1, 2, 3, 4, 5. Вот так придерживаем пальчиком, лепесточек вытягиваем, чтобы он был кругленький. 3 лепесточка. И в эту же арку столбик без накида. Доделали цветочек и снова арка из 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пропускаем цветочек, арку и в следующую арочку из одной воздушной петли между двух кластеров также провязываем столбик без накида. Далее цветочек и еще один столбик без накида, как мы начинали наш ряд. Все, продолжаем вязать по рисунку. Доходим до конца ряда. Также в последнюю арочку между двух кластеров провязываем цветочек. Ниточку отрезаем и закрепляем. И потом нам останется сделать завязочки. Можно сделать просто цепочку из воздушных петель, можно сделать петельку и пришить пуговичку, или продеть в тесемочку вот через эти арки. Но это кому как больше нравится. Можно сделать на кнопочке, на крючке, на брошке. Это уже фантазия у кого как подскажет. Можно сделать шнурочек, прикрепить его к кончику, вот к уголочкам с двух сторон, скрутить. Все, доделываем воротничок, ставим на блокировку. Я этот воротничок, наверное, немножко подкрахмалю, чтобы цветочки держали хорошо форму, не заворачивались, не загибались. Сделаю слабенький раствор крахмала и придам форму. Поставлю на блокировку. Все, каждый лепесточек зафиксируем и ждем до полного высыхания. Давайте доведем наш воротничок до конца, до ума. Встретимся и посмотрим, что у нас получится. Ну вот, наш воротничок высох. Мы с вами вместе сделали шнурочек. Вот такой красивый воротничок получился. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной такой очаровательный воротничок крючком.
Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!